Привет всем любителям Dota Underworlds! Сегодня я бы хотел поговорить о типах урона и о том, каким образом они влияют на игру. Почему стоит обращать внимание на типы урона во время выбора предметов и как типы урона влияют на мету. Так что усаживайтесь поудобнее, поехали! Итак, в Dota Underworlds, как и в большом количестве других игр, присутствует разделение типов урона и соответствующей защиты от этого урона. Всего есть три типа урона: магический, физический и чистый. Из защиты различают броню, которая снижает весь входящий физический урон, и магическое сопротивление, которое соответственно снижает весь входящий магический урон. Чистый урон не снижается никакими эффектами, но является крайне редким и по сути уникальным. С каждым типом урона мы будем разбираться по отдельности. Начнем с магического урона и сопротивления. Практически все способности героев и лордов наносят магический урон, кроме некоторых исключений, которые мы обсудим при разборе физического и чистого урона. У каждой способности есть фиксированный урон, который снижается только сопротивлением магии. Всего существует 4 источника сопротивления. Базовые сопротивления каждого отдельного героя, сопротивление от предметов, сопротивление от способностей и сопротивление от альянсов. Чаще всего базовое сопротивление магии у героев и лордов равно нулю, но есть исключения, которые желательно держать в голове. Понятно, что 5 и 10% сопротивления особой роли не играют, но 20% у Лича и Лоун Друида и огромные 40% у Энигмы дают понимание того, что при расстановке против большого скопления магов они будут неплохо чувствовать себя во фронтлейне. Также стоит отметить Террорблейда, который является единственным героем в игре, который получает увеличение базового сопротивления магии с апгрейдами, и Джуо, который единственный среди лордов имеет магическое сопротивление. С сопротивлением от предметов все довольно просто. В игре присутствует всего два предмета, которые дают дополнительное сопротивление магии. Это худ и пайп, находящиеся в первом и третьем тире соответственно, и дающие по 50% сопротивления. Сопротивление от способности на данный момент имеет только Вайпер при активном альянсе драконов, который скейлится с уровнем. Среди альянсов, дающих сопротивление от магии, присутствуют чешуйчатые и рыцари. Также стоит принять во внимание единственный в игре источник амплифая магического урона – альянс магов. Он не снижает магическое сопротивление, а увеличивает урон, который получают противники от магии, в то время как механик, снижающих магическое сопротивление, в игре пока нет. Завершая тему магического сопротивления, стоит упомянуть, что складывание сопротивлений происходит мультипликативно. Рассмотрим пример. Двухзвездочный вайпер, экипированный худом с активным альянсом драконов, имеет 20% базового сопротивления, 50% от способности и 50% от предмета. Получается следующая формула, которая дает нам итоговые 80% сопротивления. Перейдем к физическому урону и броне. Физическим уроном обладают абсолютно все герои, лорды и призываемые существа. Это их автоатака. Исключением можно назвать Анессекс, за которую атакует ее лучник. Также в игре есть несколько героев и лордов, которые наносят своими способностями физический урон. Рекомендую запомнить их. Теперь же перейдем к сопротивлению физическому урону, то есть броня. Так же как и магического сопротивления, источников брони 4. Базовая броня, броня от предметов, броня от способностей и броня от альянсов. В первую очередь рассмотрим базовую броню. Практически у всех героев в игре базовая броня равна 5, но опять же есть исключения, которые полезно знать. Понятное дело, что запоминать все значения абсолютно не обязательно, но знание некоторых критически высоких или низких значений всегда помогут в игре. Так, например, 10 брони Эйрспирита позволяет ему вытанковывать достаточное количество урона, пока другие духи добывают свой заряд для дельта слэма. А Акс, имея 15 армора и 3000 хп, может быть танком для абсолютно любого билда, даже без дополнительного здоровья от крепких. Также отмечу лордов. У всех лордов, кроме Энна, броня увеличивается с уровнем, что также стоит учитывать, когда стоит выбор между роум и апом левелом. Предметов, которые дают броню, довольно много. Это Chainmail, Армлет, Обратка, Владмерс и Шива.
Стоит обратить внимание, что в каждом тире есть предмет, который дает армор. А учитывая, что теперь выбор предметов происходит из 6 претендентов, почти всегда можно выбрать армор, если он действительно нужен. Что касается снижения армора, то в игре всего один предмет, который это делает, и это дезолятор. Броня от способности на данный момент представлена только двумя скиллами. Малоизвестной пассивкой Джула, которая дает по 5 брони за каждого союзного или вражеского героя по соседству, и одним из ультов Анессекс. Броню от альянсов можно получить только если собрать альянс воинов. В то же время альянс рыцарей дает физическое сопротивление, которое мультипликативно стакается с броней. А единственной возможностью снижения брони за счет альянсов пока что остается альянс бессердечных. Завершая тему брони, стоит знать, каким образом она влияет на урон. Броня складывается аддитивно, то есть, имея 5 базовой брони, 7 брони от Чинмейла и минус 4 от альянса бессердечных противника, мы будем иметь 8 брони. Урон в игре считается по следующей формуле, которая применима как для позитивной, так и для отрицательной брони. Понятное дело, что каждый раз считать это в уме невозможно. Можно просто знать примерные значения для самых часто встречающихся показателей брони. Многие игроки не обращают внимания на броню и предпочитают ей ДПС предметы, но довольно часто айтемы на броню дают огромное количество эффективного хп, а соответственно выживания. Не стоит ими пренебрегать. Наконец мы добрались до чистого урона. Сразу стоит сказать, что суть чистого урона в том, что он не снижается никакими сопротивлениями и проходит через невосприимчивость к магии. В связи с тем, что такие свойства довольно имбалансны, чистый урон от способностей и героев встречается крайне редко. Всего 5 героев обладают способностями, которые наносят чистый урон. Их совершенно нетрудно запомнить, да и всегда видно в игре, что урона они наносят очень много. Помимо этих способностей, также все герои из Альянса Демонов могут наносить атаками чистый урон в течение 4 секунд после применения своих способностей, расплачиваясь за это глобальным сайленсом для всех союзных демонов. Также Ристульская Тиара добавляет носителю Альянс Демонов и позволяет наносить чистый урон. Все еще считаю этот предмет имбалансным, ведь чистый урон на дороге не валяется. Напоследок отмечу блок урона. В игре на данный момент два источника блока урона. Это щит Абаддона, который блокирует все 3 типа урона, и эффект от пайпа, который блокирует только магический урон. Механика блока урона построена таким образом, что блок происходит только после учета сопротивлений. То есть блок 300 урона у юнита с 50% сопротивления заблокирует 6 сотен урона. Именно поэтому щит Абаддона в рыцарях висит довольно долго, так как способность Альянса дает очень высокое сопротивление как физическому, так и магическому урону. Подводя итог, хочется сказать, что знание о типах урона крайне важно в такой игре, как Dota Underworlds, и умение сочетать альянсы и предметы, исходя из типов уронов наших героев и героев противника, является краеугольным камнем в понимании игры. Обращайте внимание на такие мелочи и сразу заметьте буст, который придастся вашей игре. Если это видео было вам полезно или хотя бы интересно, то не поленитесь поставить ему лайк и подписаться на канал. До встречи в белом шпиле! Хорошего вам настроения и здоровья!